Здравствуйте, друзья! Хочу забрать у вас несколько минут вашего внимания, а взамен дать максимально краткий обзор на процесс изготовления ручного проходного листогиба для наших внутренних потребностей. Для изготовления листогиба решили использовать только остатки материалов с разных заказов, в числе которых у нас был калиброванный легированный профиль, размеры которого мы взяли за основу при разработке конструкции. Принцип действия и технические решения мы взяли из интернета, перебрав огромное количество материалов. Всю полученную информацию мы связали воедино с имеющимися у нас в наличии материалами и, сделав чертежи на скорую руку, и начали быстро процесс. Быстро подбираем, быстро режем, быстро сверлим, очень быстро. Быстро все собираем. Да, совсем забыл сказать, мы не использовали токарные услуги, только подбором стандартных материалов на месте, тоже очень быстро. Но применяя в нашем процессе инжиниринга известную фразу «быстро, качественно, недорого», мы выбрали два пункта – быстро и недорого. А вот качественно с первого раза не получилось. Синхронная ось имеет люфт по отверстию, имеет прогиб при нагрузке. Все болтовые соединения не годятся для данного случая. Продольное крепление верхней подвижной рамы имеет значительную упругую деформацию, а также неправильно учтена осевая часть, как рычаг по отношению длин к шарниру и прижимной рабочей части. Итак, все исправлено, уже не быстро. И пробуем результат. Испытываем на листе 1,5 мм толщиной. После окраски хорошо регулируем и пробуем гнуть. Нас результат устраивает. Подводя итог, могу сказать, что на самом деле не все так быстро и легко. Вес готового станка получился 65 кг. Количество сделанных отверстий около 167 штук. Нарезано 62 раза резьба. Все такие проекты, независимо от значимости и масштабности, дают позитив в эмоциях, позволяют расширить наш диапазон мышления, мы становимся более креативными, накапливаем ценные знания и опыт. И этим опытом мы готовы делиться с вами.
Спасибо за ваше внимание. До новых встреч!